начать запись и посмотрим, записывает ли он звук. Здравствуйте, Фред, вас Да вы задрали меня, хватит это присылать. Всем привет, с вами Юнивес, и наконец-то я, как и обещал, записываю вам историю династии. Но начать, к сожалению, и к счастью, придется не с истории династии, а с протодинастии. Сейчас объясню, что это такое. Изначально я начал играть 5 июля 2022 года и совершенно не думал о том, чтобы делать какую-то династию. Мне просто хотелось поиграть вообще в 74, потому что до этого я толком никогда не играл. И здесь мы видим Софи и Фреда, но появились они намного позже. Начал-то я играть вообще не с них. И куда вы пошли? Это древо, в котором уже ничего вообще не понятно. Оно слишком сложное. Основные персонажи моей династии сейчас это Фред и Софи. Софи у нас вот здесь вот. В этом все в древе не разбираюсь даже я. Вот с самого начала династии от Мишеля мне не осталось очень много фотографий. Вообще я тогда не так активно фотографировал. Изначально все начинается с моего персонажа по имени Мишель, которого я сделал по одной конкретной причине. Вышел игровой набор оборотней, и мне очень хотелось посмотреть на оборотней. И так совпало, что я еще поменял компьютер на более мощный. Теперь мой компьютер стал тянуть 74. И я просто без задней мысли хотел посмотреть на этот аддон, дополнение, игровой набор. Просто сделал сима для этого. Но что-то все пошло не по плану. Вообще все пошло не по плану. Потому что вместо того, чтобы стать оборотнем, он стал магом. Он в реальном мире на вечеринке познакомился с одной из верховных колдунов, как это называется? Верховный чародей. Он познакомился с одной из верховных чародеек, вот этой Эльфаба, или как ее там зовут, которую я еще переделал, потому что невозможно было. И это был в тот момент, когда я еще играл как бы без модов, с русскими именами, без замены там русских имен на вот это все, со стандартными симами, с кучей просто рандомов, без редактирования, без доп. Материалов. Такая чистая ванильная игра с кучей вот этих ужасных построек. И мне было как-то норм, потому что я просто смотрел, и не то чтобы я толком собирался играть в 74, но просто захотелось посмотреть на оборотней. Но из-за того, что сегодня пошло не по плану, и на магов я толком тоже никогда не смотрел, то я подумал, типа, ладно, хрен с тобой, если уж ты как бы, типа, станешь магом, то посмотрю на магов. И в магическом мире я просто делал магом, и потом Мишель женился на Телена, она работает барменшей в мире оборотней, вот этот Moonlight Falls, или как он там. Она была барвумен Moonwood Mill. И я почему-то думал, что она тоже оборотень. Ну, типа, просто так получилось, что они друг другу понравились. Параллельно с этим у него была еще одна возлюбленная, которая была магичкой, ведьмой. Он просто с ней, типа, позанимался сексом, а потом она ему пишет смс-ку, типа, ой, а мне там вот кто-то делает предложение. И такой, ладно, хрен с тобой, как бы найдемся другую. И от брака Селены с Мишелем, Мишель мой Селена, стандартная, созданная яшниками, рождается дочка Юля. По-моему, имя у нее тоже было рандомно сгенерировано, пока я играл за кого-то другого. Но это не точно.
И ничего особенного я ими, в принципе, не делал. Они просто жили свою обычную симовскую жизнь. Они жили в Бриндлтон-Бэй. Это был достаточно скучный и ничем не примечательный летсплей. И именно поэтому мне чаще всего становится скучно играть в Династии, потому что там ничего экстра не происходит. Но потом разработчики выпускают доп. Старшая школа. Юлия взрослеет, становится подростком и идет в эту школу. Изначально она выглядела просто отвратительно, но потом я еще скачал подростков с сети контентом, и она стала такой милашкой, и мне очень понравилось за нее играть. И я полностью погрузился в изучение дополнения старшей школы. И просто наслаждался этим летсплеем за подростков, с тем, как все вот это вот происходило, там, даже несмотря на то, что я играл в стандартной школе, в стандартной аудитории, с рандомными симами, мне все равно это чертовски нравилось. Но после того, как я заскучал, и Юля уже выросла, я все-таки решил, что, хочу посмотреть, что там происходит у волков позорных с оборотнями, что все-таки есть. Таким образом, я создал еще одного персонажа. Я создал Сэма. Чтобы специально им поиграть, вообще посмотреть на жизненную цель, посмотреть на все, что происходит. Он изначально жил в заброшенной церкви. И по пути начал встречаться с библиотекарем. А потом что-то то ли они разошлись, то ли он умер. В общем, Чимс очень хорошо убивает своих симов. Оглянуться не успеешь, уже кто-то сдох из знакомых, просто певец. И он после этого начинает встречаться с Кристофером Вульфом, которые в русской локализации почему-то оказались Волковыми. Пипец вообще какой-то просто. За что? За что? Они реально не Вулф, они Волковы. Боже, какой тлен. Так получается, да, что в тот момент, когда я уже играю за Сэма, и он выходит замуж за Кристофера, у Кристофера уже гигантское древо. Реально, симы без меня просто расплодились бесщадно. У Джейкоба куча сыновей, дочерей, и они все при том почему-то от разных баб. Это очень странно. Оказывается, то, что Кристофер бессмертный, и у него за это время, и он не просто бессмертный, он еще не стареет, и у него за это время просто тоже родилась куча детей, у этих детей родилась еще куча детей, и, в общем, это все пришло в какой-то катастрофический вал, шар, гигантский снежный ком, куча и куча симов, и все они родственники, и у каждого мужика почему-то есть по 5 детей. Я не понимаю, почему так много реально у симов рождалось детей. У каждого ребенка отдельная мать. И, в общем, это просто что-то. Я не понимаю, что происходит с этой семьей. Но у Сэма и Кристофера рождается дочь Софи, которая впоследствии становится одной из основных героинь. И здравствуйте, это был Омегаверс. Тогда еще не было вот этой функции родить ребенка из пробирки, поэтому приходилось выкручиваться как только возможно. Изначально Сэм жил вот в этой заброшенной церкви, которая потом разрослась до огромного улья, потому что оказалось, что у него куча родственников. И здесь вообще было пусто. Это был участок без удобств. Ничего здесь не было. Он жил с собакой, и его черты характера были там что-то лежебока, холерик и еще какая-то. Он просто был таким полубомжом. Он мне так понравился. Это просто один из лучших симов. Еще его внешность просто отвал всего. И играть за него было интересно, и проходить жизненные цели было классно. В общем, я доволен. Изначально я вообще просто собирался посмотреть этот игровой набор, и обычно я всегда так и играю. Это один сим, который я просто прохожу, смотрю все функции и все прочее. Но это казалось так увлекательно. И то, что изначально я просто планировал развивать эту заброшенную церковь, и здесь им жить, и все прочее.
Но судьба сложилась иначе. И после того, как он выходит замуж за Кристофера, он, естественно, переезжает к нему домой. И у Кристофера уже, помимо того, что есть куча детей, как минимум, это изначально были Джейкоб и Рори, еще родилась куча детей. Одним из таких ребенков была Кейт. По-моему, у нее было имя Катерина, скорее всего, так как ее назвал Кейт. И Сэм нормально подружился с его дочкой, потому что она осталась единственной в доме. И она была подростком на тот момент. Она очень любила своих отцов. Потом у них рождается Софи. И вот за Софи я играл именно с тоддлерского возраста. Помимо прочего, мне очень хотелось, так как это была одна огромная семья, просто их скомпоновать, и они в тот момент просто были рассыпаны по всему миру, по всей нации, по всем городкам. У меня была просто идея собрать их всех в кучки и заселить полностью в Новотмин, чтобы вот одна семья, она была вся вместе. Куча. И там параллельно были очень странные симы. В основном, конечно, Джейкоб постарался. Но были там какие-то и двоюродные, троюродные братья, сестры. Причем у Кристофера были еще сыновья. Куча. Когда я играл за Кристофера, некоторые из его детей, например, Джейкоб, уже были мертвы. И у одного из таких детей было 3 дочери, в том числе, с которых я тоже поиграл. И я поселил их в заброшенную церковь, которую развил до гигантского улья. Тут просто были пристроены куча контейнеров. В каждом контейнере жили симы, одной такой большой коммуной. И я просто сделал этот участок как гигантскую общагу. И у каждого сима была своя собственная комната. И на этот момент я уже, естественно, скачал Command Center, я скачал замены русских имен, и поэтому там стали генерироваться нормальные, в принципе, симы, и некоторыми я менял с помощью рандомизатора, поэтому дальше они были более или менее. Это комната Барбары, самая странная симка. Это комната Катарины. И я ими всеми, правда, играл, и они ходили в школу, у них у всех еще были собственные друзья, и, в общем, это было все крайне обильно. Да, за это время, во-первых, мои симы из изначальной династии тоже успели расплодиться, что просто спасибо соседским историям или Command Center, я не знаю, кого из них менять. Я решаю их объединить. Помимо Юлии рождается сын Лео, и уже Лео выходит, женится на Кейт. Кейт, соответственно, дочь Кристофера, и вот таким образом 2 эти гигантские семьи объединяются. У Кристофера был еще один сын, Степан, который тоже скончался в мое отсутствие. Его я женил на Юлии, а вот Кейт женил на Лео. Но это все настолько не важно, потому что в какой-то момент я начинаю играть за ветку Джейкоба, и у него есть... Изначально у него было 4 сына, просто пипец. И один из них был Виктором, но он зарандомился с таким количеством макияжа, серёг и всего прочего, что я думаю, ну, ладно, хрен бы с ним. И Виктор делает переход и становится Викторией. Виктория, по-моему, она изначально тоже оказывается ведьмой, и она селится в Коппердейл. Так как в этот момент у Кристофера совершенно нет времени на своих детей, параллельно с этим игра убивает Сэма, Сима, за которого я играл изначально, и у Кристофера и у Сэма остается дочь София. Кристофер переезжает в Улей, а София переезжает к своей тетке Виктории. Они заселяются в этот стандартный домик там на городской площади, или как он называется. Живут достаточно скромно, ни на что нет денег. Изначально, при том, так как София переехала к Виктории внезапно, у Виктории не было денег, и у Софии поэтому не было собственной комнаты. И она очень долгое время жила в спальном мешке. Просто вместе со своей тетей. Но у них были очень классные отношения. София также получает ген
оборотней, и я полностью отыгрываю ей геймплей в школе, где она находит друзей, тусуется. Естественно, она была то еще оторвой. Она постоянно проводила всякие пранки, там зажигала всякие волчки, спалила всех, кого только могла. А тогда же я начинаю понимать то, что мне очень хочется сделать более классный мир, потому что меня все устраивает, но не все, ну почти. И я нахожу замену для школы Коппердейл, нахожу замену для аудитории. Сейчас становится таким классным, мне становится еще больше нравится играть в это все. Виктория покупает секонд-хенд GPT по-новому, начинает его постепенно развивать, она начинает продавать свои наряды в тренде, который находит. В этот момент София в школе встречает сестер-близняшек Марию и Полину. У них тоже были стандартные русские имена. И она влюбляется в Полину. Они начинают встречаться, естественно, в какой-то момент ей приходится там делать камин-аут, то, что она еще и оборотень. И Полли, в принципе, нормально это реагирует, но так как линкотропия, по сути, ей мешает, она пытается найти лекарство от этого. И с этим, собственно, была цель ее жизни — найти лекарство, избавиться от лейкотропии, потому что она постоянно пребывала в ярости, она всех пугала, у нее портились отношения с ее одноклассниками, а ей приходилось скрываться до этого. Там она убегала просто в школе во время занятий, у нее портились оценки, ей приходилось оставаться после уроков. И это все из-за именно лейкотропии. И она долго и упорно тратит просто весь свой подростковую жизнь на то, чтобы найти лекарство. Фред еще тогда очень странно выглядел. Фред был изначально ребенком Джейкоба, и у него была еще одна сводная сестра, Александра. И он вместе с Александрой остается жить вот в этом фамильном доме семьи Вульф. Я не помню, как он называется, стандартный. Но потом Александр тоже умирает, к сожалению. Так как у Фреда умирает его сводная сестра, с которой они вместе жили в этом особняке, он решает оттуда переехать, потому что он стоит совершенно один в этом гигантском доме, ну, небольшом, но все-таки в этом пустом доме. И он тоже переезжает к Виктории. И они вот втроем все живут. Фред тоже является потомком оборотней, но у него, естественно, скрытая черта... что там, скрытый волк, как это называется правильно? Спящий волк. По сути, он не является кем оборотнем, но у него есть вот эта возможность, чтобы его дети стали оборотнями. А когда уже приезжает Фред, то ситуация становится критической, то они купят денег на реновацию их дома. Секонд-хенд Виктории постепенно развивается, как сделать классный дом. Когда у них появились деньги, то Виктория могла заниматься магией, и при этом ей не приходилось каждый раз летать в магический мир, потому что только там были изначально котлы. И она здесь просто радовалась жизни. Дом все еще оставался достаточно маленьким, поэтому и они вообще не ожидали то, что к ним переедет Фред. Поэтому его комната была расположена в подвале. У меня, в принципе, не было никаких планов на Фреда. Я думал, то, что он будет заниматься стримингом и просто быть таким чуваком. Потому что у него изначально снизилась мечта всей жизни — мировой друг. Не знаю почему. Ладно. И в какой-то момент Софи все-таки находит лекарство от линкотропии. Она его принимает. Радуется вместе с Полиной и Марией. Вот такая у нее в итоге комната. Здесь почему-то сам сидит за ее компом. Видно то, что она долго и упорно собирала эти странные луноцветы, потому что это просто... Это была очень непростая задача, скажем так. Но она была ужасно рада, что получил собственную комнату. Притом, пока я играл за Викторию, Софи там сама без меня повзрослела, и у нее сгенерировалась мечта всей жизни стать великой художницей. Не знаю почему. В этот момент я думаю, что негоже, что Кристофер вместе с его подружкой Лили так долго живут. Поэтому я думаю, что им можно было бы устроить отдельную линию с игрой в Strangerville и с тем, что их сожрало материнское растение. Чтобы, наконец, как-то логически можно было бы завершить их ветку великих оборотней, поменять вот это вот все.
Потому что всеми предыдущими методами, во-первых, они не умирали от старости, во-вторых, они не старели нифига. И, в принципе, они, по-моему, вообще не могли ни от чего умереть, ни от пожара, ни от тока, ни от чего другого. Возвращаясь к Стрэнджервиллю, мне нравится этот сюжет, и я хотел его еще раз пройти. К сожалению, получилось так, что я по своей глупости сломал лабораторию, попытавшись ее заменить на более нормальную, которая мне нравилась. И в тот самый момент я решаю, что, это сохранение поломанное, почему бы мне не сделать стартовое сохранение? Стартовое сохранение все-таки иметь очень классно. Там изначально у тебя есть твои собственные постройки, есть симы, нету больше старых симов с русскими именами, и я подумал, что в новом стартовом сохранении я уже как раз могу его использовать для этой семьи, для династии, смогу контролировать всех родственников, и мне не придется, в общем, следить за всеми, которые расплодились. И мне будет намного приятнее и интереснее играть уже с нормальными постройками, с нормальными симами и прочее. То вместо того, чтобы отдельно на протяжении нескольких лет делать это стартовое сохранение, я подумал, что буду одновременно играть в эту династию. Остался лишь вопрос, кого симов из всей многочисленной родни все-таки с собой взять. Я изначально думаю, что я могу играть за Фреда, Софи и Викторию, так как я играл за них изначально. Но происходит так, что Виктория просто исчезает. Я не знаю как, но она оказывается в скрытых семьях. Я еще не знаю тогда, как это вернуть. И я думаю, что она, видимо, просто одним днем решила, что переселится в магический мир, исчезнет, и никто не будет знать, где она точно. Все будут предполагать что она именно ушла в магический мир, и не нужно ее трогать, не нужно ее искать. Это просто ее решение такое. Достаточно жестокое. Когда я делал свое стартовое сохранение, нужно делать оговорку, что я изначально решил, что удалю все стандартные семьи. Потому что уже, когда ты играешь на протяжении столько времени, просто задолбало, смотреть на всех панкейков, готов, кто там еще есть, друзья навек и все прочее. Просто невозможно. Почему бы поэтому не сделать чистый мир, где будут только рандомы и мои собственные симы? Естественно, в этот момент я стал всех потихоньку переселять и думать, какие семьи возьму, какие нет. Конечно же, большинство родственников из семьи Вульфов я решил не брать, потому что они были мне просто неинтересны. Скорее, не так интересны, как основные 3 персонажа. И, естественно, например, те же самые Мария и Полли, они тоже были частью огромных древ стандартных симов. Они там были из семьи Харрингтон и вот это все. И я просто выбираю каких-то друзей и тех, кто более или менее интересен. Но вот этот дом, это, кстати говоря, изначально, где я поселил Джейкоба и все его семейство, всех его сыновей, в котором они все жили, не тужили, пока игра не убила его. Но места там, естественно, было недостаточно, поэтому в какой-то момент я его просто переделал в родовое гнездо тоже. Такое многоэтажное, похоже на домик Уизли. И так как у многих семей из этого сохранения были какие-то дикие дальние связи, то поэтому в моей нынешней игре, в принципе, и появились, например, готы. Там совершенно, конечно, не тот персонаж, который изначально был в ветве, и я не знаю, как так получилось. Они все выглядят очень странно. И там есть какие-то фамилии по типу как Харрингтон 1, Харрингтон 2, Харрингтон 3. И еще кто-то, но это уже все совершенно не те персонажи, которые были изначально. И меня это устраивало. После этого я, естественно, решаю что я возьму с собой Фреда и Софи, так как Виктория исчезла. Но мне хотелось отдать им каких-то родственников тоже немножко. Кейт стала матерью Фреда, а для Софии я воскресил Сэма. И мне на тот момент, естественно, тоже хотелось, чтобы все семьи из одной династии жили в одном городе. Так как Нил был слишком маленьким, мой взор пал на Коппердейл, но Коппердейл тоже достаточно маленький, и здесь не самые лучшие районы. И, естественно, мой взор впал тогда на Сан-Мишуна, потому что этот город мне показался самым
адекватным для кучи династийных связей. Так как там много квартир, там много районов, можно всех компактно расселить по разным квартиркам. Так мой взор, естественно, пал на район специй. Район специй — это единственный адекватный район Сан-Мишуна. Все остальные меня в целом раздражают. А он очень даже симпатичный, он компактный, тут есть квартиры, тут не очень высокие дома, он находится на земле, слава тебе Господи. Тут проходят фестивали и вообще бурная городская жизнь. Я разделил Сэма с Софией на одну семью, Фреда с Кейт на другую семью. И они заселились в квартирах Жасмин Суид. Потому что, в принципе, это были не самые богатые семьи, и мне хотелось начать с каких-то стандартных квартир, не очень больших. И это место оказалось самым идеальным для начала династии. Повторно. Таким образом заканчивается моя прото-династия с хаосом и всем прочим. И начинается уже история моей династии. Надеюсь, вам было интересно это слушать и не очень запутанно. После этого я планирую как раз-таки записывать серию уже конкретно по моей династии, где я стал более интересно и размеренно играть. А пока что ставьте лайки, подписывайтесь на меня везде, где только можно, пишите комментарии, подписывайтесь на меня на Patreon. И пока. Зашел я, значит, посмотреть на Юлию, потому что она ужасно похожа на Кейт. И тут... Что происходит? Это ее муж тут лежит. Я не знаю почему. Странно. Ну-ка, скорби, Степан. Скорби. Вот тебя нужно было брать как основательницу, а не, может быть, Кейт, потому что это моя персонажка. А она... Нет. Хватит плакать на кота, уже лужа. Они реально очень похожи с Кейт. Прям... И прыщи тоже. Вот... Добавляет новые классные штуки по типу прыщей и прочего. Но все через жопу. Вот заглючили они. На ней в подростковом возрасте. И на Кейт тоже. И с этого времени они вообще не исчезают. Чё за хрень? Я не понимаю. Ну вот в принципе, они очень даже похожи. Только у Юли очень странный нос дьется. Ну вот удивительно, как игра сгенерировала просто двух дам, похожих как близнецы. Ладно, еще сейчас. Если вот у Кейт убрать особенности кожи, то все сразу примерно одинаково выглядит. Я думаю, что я не хочу просто терять Юлю, я, наверное, ее добавлю как какую-нибудь двоюродную сестру, например, Кейт, было бы интересно. И правда, вот эти вот куча расплодившихся детей, непонятно, куда они мне не нужны. Ну, может быть, это я оставлю. Ладно. У нее в багаже даже какие-то фоточки висят.